Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня я наконец-то распакую Rare Beauty. Уже была, конечно, такая небольшая флеш-распаковочка, но мы еще раз на это все посмотрим, протестируем, сравним оттенки, текстуры, формулы и, конечно же, накрасимся, сделаем вот такой красивый, подсвеченный и вообще макияж в моем стиле, мне кажется. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите познакомиться с косметикой Rare Beauty, здесь будет и декор, и уход, ну немножечко, и даже кисти, ну в общем все, что можно было заказать, даже аксессуары. В общем, все здесь есть. Оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайк и поехали. Мы открываем нашу коробочку, и здесь нас ждет вот такое чудо. Я уже говорила, что я была приятно удивлена наполнением, потому что, например, Наташа Зенона ничего нам не положила просто коробку и все. Здесь у нас вот такая ерунда, которая сразу же отправится в мусорку. Открыточка. И что интересно, здесь можно, тут написано, что это Rare напоминание какое-то, можно поставить себе, можно отдать подруге, и она будет смотреть и знать, что она прекрасна, так же, как и все мы. И та-дам! Целый мешок, как у Деда Мороза. Смотрите, как много всего. Мы это тоже все будем доставать, потихонечку смотреть и потом краситься. Так, и аксессуар тоже, как я вам и обещала. Больше ничего нет. Поэтому теперь она может точно отправиться на покой. Никому она не будет нужна. Давайте, наверное, начнем с самого банального, с самого странного. Я тоже еще видео вам сказала в прошлом, что я не знаю, для чего я это купила, но уже пользуюсь. В целом вся косметика, я ее обратно упаковала, чтобы, так презентабельно было, но я уже ей давно пользуюсь, 1,5, наверное, месяца. Что-то у меня уже прям давно появилось, например, как одни вот эти самые пигментированные румяна, они там еще с весны, мне кажется, ждали своего звездного часа, потому что купить косметику Rare Beauty просто невозможно. Если у вас нет доступа к их официальному магазину, вы поехали счастливо в Европу, это будет очень сложно. Я пыталась найти хайлайтер, как раз-таки у меня была первая распаковка, я вам показала румяна и жидкий хайлайтер, я хотела купить еще, чтобы мы с вами посмотрели формулы, поняли, там, что вам больше нравится. И я 2 раза ездила, и ничего нету, просто все раскуплено, все грязное, все просто невозможно вообще ничего найти. И я вот все это, как называется, психанул, и летом заказал с официального сайта. И первый лот на ваше обсуждение — это вот такая прекрасная подставочка. Конечно, тестировать мы ее не будем, но красиво сложим наши кисти, которые мы чуть позднее распакуем. Зачем я ее взяла? Не знаю, видимо, для поднятия самооценки, для настроения, чтобы вот читать и вспоминать. А я супер, я прекрасна, собственно говоря. Вот, она симпатичного такого оттенка, я люблю все нежное, все бежевое, и она действительно красиво вписывается там, в мой туалетный столик. Не могу сказать, что он каких-то огромных размеров, но почему бы и нет. Что-то мне хотелось от Селены к себе в коллекцию, не только кисти, не только декор, но и какой-то став. Потому что у нее на сайте много интересного, там и толстовки, но это уж совсем. Это, знаете, вот если заплатят, я посижу в толстовке Селены, но все остальное пока нет. Вот, там много и зеркала, и какие-то еще аксессуары. В общем, она молодец, и вот достаточно качественно, хотя, мне кажется, тяжело сделать стакан некачественным, но вот красиво. Сейчас будем все сюда складывать. Первая кисть у нас для тонального средства, и это одна из первых кистей, которую я заказала, и на удивление она меня немножечко, так знаете, подрастроила, потому что я ее, когда открыла, я поняла, что что-то не впечатляет, что-то как будто бы не то, что я люблю, потому что мне нравятся другие формы, я привыкла работать в других техниках, и я не поняла, она такая плотно набитая, она вот прям, знаете, синтетика, но при этом сразу скажу, что кисти хорошие, тут есть фавориты, есть те, без которых можно обойтись, но неплохо. В общем, вот такая кисть ко мне приехала, достаточно увесистая. Я видела, что говорили, что на Алиэкспресс есть практически полные аналоги, но мне вот захотелось оригинальную. Я покупала в Ильдебате со скидками, с бонусами, она получилась дешевле, чем даже на официальном сайте. То есть это я приобретала в России. Сразу хочу сказать, что вот такое очень приятное какое-то гладкое покрытие, Rare Beauty, и в целом сделано все добротно. То есть это действительно кисть, которая, наверное, там $15-20 стоит, вполне себе, как бы в мире селебрити это нормальная цена. Единственное, что хочу сказать, что вот вам может показаться, что это очень красиво, очень классно, но я заранее скажу, что, к сожалению, вот похожее нанесение, не нанесение точнее, а вот фактура ручки похожая у меня у Зоевы, вот такая была розово-золотая коллекция у них, очень похожа, то есть вот по ощущениям, как будто бы на одном заводе вот их заливали. И что могу сказать? Здесь ее замучишься очищать, причем не саму кисть, а вот видите, она обо что-то царапается постоянно. Она царапается. Вот эти черные полоски, честно, их фиг удалишь. Ну, то есть очень сложно. Вот сейчас
для очистки кистей у нас, и все равно я прошлась, ничего, не стало как-то сильно лучше. Вот, я к тому, что у этих кистей как плюс, так и минус. Но, конечно, в первозданном виде выглядит все это красиво. Нравится. Будем сейчас складывать. Так, дальше. Кисти, о которой мы поговорим. Ну, кстати, это кисть для тонального крема, но многие ее используют и для скульптурирования, некоторые даже для румян, даже для кремовых текстур. Они достаточно вот хорошо подходят, потому что они и по форме вроде бы подстраиваются, и такие плотно набитые. Мне как раз больше нравится, честно говоря, для коррекции использовать, а не для тона. Следующая кисть — это кисть для консилера. И вот кисть для консилера, я сразу забегу вперед, она хорошистка, она классная, она хорошая, к ней вопросов практически не было, потому что это привычная и любимая нам лапка. Такой формы, честно говоря, они похожи, как будто, вы знаете, две одинаковые кисти, просто младшая и старшая сестра. Вот. И если говорить про консилер, то у нее она не так плотно набита, у нее ворс где-то чуть подлиннее, где-то чуть покороче и прекрасно подстраивается в область под глаза. То есть, если вы любите такие кисти, то, мне кажется, она вам понравится. И с воспалениями тоже она хорошо работает. Сейчас мы чуть позднее посмотрим, потому что сегодня моя кожа подготовлена для того, чтобы ее замазывать. Так, вот это выглядит вообще какой-то iPad. Я не знаю, целый пенал. А это кисть, которая меня просто невероятно впечатлила. Изначально, когда я смотрела ТикТоки, я смотрела всякие видео, чтобы понять, какая кисть нам нужна с вами, что взять, что не взять, и, собственно, взяла практически все. Про эту кисть говорили, что она незаменима, то есть вот она вам очень сильно нужна, я не поверила, что можно так наносить румяна, и в целом можно вообще любую тоже кремовую продукцию наносить где-то чуть короче ворс, где-то чуть длиннее, срезанный, и очень хорошо подстраивается под область нашей щечки, скулы, поэтому в целом она подходит не только для румян, но и для любых тоже, опять-таки, кремовых продуктов. И вы не представляете, как прекрасно она действительно работает в паре с косметикой от Rare Beauty. Вот правда, лучше кисти я не пробовала, потому что у меня румяна, которые изначально появились, они давно были, и я давно пыталась как-то приноровиться к ним, что-то вот, ну, совсем не так. А вот с этой кистью они раскрылись, поэтому эта кисть, заранее говорю, она моя самая любимая. У нее вот такой немножко окрашенный ворс, и тут тоже, кстати, вот видите, я красилась полчаса назад примерно, сложно она вымывается, но я думаю, что мылом у меня бы получилось, потому что сейчас я салфетчиками обрабатывала. Так, с кистями мы закончили, мы собрали вот такой очаровательный комплект. Я, кстати, теперь там складываю кисти, которые мне нужно помыть. Вот, ну, удобно, это же маленький такой формат, наполнилась, и я иду в ванную. А мы продолжаем нашу эстафету и смотрим, что у нас здесь еще. Так, это база под макияж. Когда я выбирала базу, кстати, я тоже ее купила в России, на нее была хорошая скидка, но сразу скажу, что, дорогие магазины, если срок годности косметики подходит к концу, пожалуйста, пишите где-нибудь об этом, потому что был случай, мы тоже в Телеграме обсуждали с девчонками, они купили палетку Notty, потому что я сделала пост, все побежали, и оказалось, что у некоторых срок годности был месяц до конца, а палетка, как бы, ну, вы понимаете, кто выкидывает палетку через месяц, кто выкидывает палетку через год, напишите в комментариях, обычно они у нас лежат очень долго. И вот такая же история случилась со мной, это карма, чтобы я не распространяла тухлые палетки, но я правда не знала, я просто писала, что очень классная цена. Срок годности 12 месяцев можно использовать базу, но при этом 6 месяцев ей осталось жить. Вот. Объясните, насколько это справедливо, я считаю, что не очень. Ну, ладно, опустим. Это вот такая прекрасная база. Она есть в двух форматах, если я не ошибаюсь. Одна подсвечивающая, я изначально хотела ее, я уже практически оформила заказ, и потом я поняла, что так, я покупаю что-то другое. И у меня как раз-таки силиконистая стандартная база, которая сглаживает ваши поры, делает кожу более такой красивой, ровненькой. Ну, вообще для жирной кожи, если у вас расширенные поры, вы знаете, о чем я говорю, потому что мы часто дружим с такими средствами. От Smashbox есть очень классная база. Но если мы говорим про базу от Smashbox, она больше ощущается. То есть вот ты прям чувствуешь ее. Она не то чтобы маской, но более так как-то очевидно на твоем лице присутствует. Эта база, она просто легчайшая. Ее практически вот, ты не ощущаешь, как будто ее нет. Сейчас я вам тоже покажу, как она выглядит. И мы дальше тоже в макияже уже ее более подробно рассмотрим. Вот такая стандартная база. И вот такой, видите, матовая, у нее легкая. Сразу прям чувствуется силикончик. Ну, собственно, понятно. Иначе как бы она шлифовала поры. Вот. Посмотрим. Я тестировала ее уже, носила различные тональные кремы на ней. И сразу скажу, что она не только
лучше позволяет, чтобы лег тональный крем на вашу кожу, причем разный, и проблемный, и не очень, но еще и продлевает стойкость. Я тестировала с тональником, который меня часто подводит, и результаты были хорошие, но об этом чуть позже. Дальше идем. Румяна. Давайте сразу я достану, наверное, и вторые румяна, чтобы мы сравнили сразу два форм-фактора. Это румяна в шайбочке и румяна стандартные, которые очень распиарены. Мне кажется, каждый хочет себе такие румяна в коллекцию, и в России они тоже зачастую появляются. Ну, в общем, такие самые-самые популярные. Начнем с них. У меня оттенок Happy. Это самый очевидный розовый Барби оттенок. Вот такой он красивый, вот такой он очаровательный. И насколько он очаровательный, настолько же он пигментированный. Поэтому, когда он у меня появился, я изначально, как вот во всех этих смешных видео, когда девушка там 3 капельки этих румян, и потом у вас просто красное лицо. Вот если вам нужен грим, посмотрите на эти румяна, потому что их можно даже потом, знаете, так и поправить ситуацию. Я очень боялась, что на видео у меня тоже какой-то караул будет, но, в общем, они очень пигментированные. Поэтому я вам советую наносить их сначала на палитру, а потом уже на ваше лицо. Давайте посмотрим на оттенок. Он прям, знаете, я не знаю, прям сияющий розовый. Немножко отдает, да, в какой-то терракот, что ли. В общем, я не знаю. Он просто прям настолько какой-то яркий, что, мне кажется, аж сияет изнутри. Вот такой у него красивый оттенок. Мне кажется, комплементарен действительно практически любой внешности. И сейчас давайте мы его растушуем. Вот вы видите, насколько это пигментация? Вот примерно то же самое могло быть сейчас на моих щеках. В общем, это просто, они мягчайшие, они такие кремовые, немножко жирненькие, но при этом не разъедают тон. Очаровательно пахнут, очень приятно. Но вот такой вот у них сюрприз. Поэтому я вам советую, пожалуйста, осторожно, иначе вы расстроитесь. Небольшой спойлер, эти румяна очень функциональные, и чуть позже я вам покажу, что я в этом макияже использовала их в очень многих местах, поэтому оставайтесь со мной. И следующий форм-фактор, который, наверное, наиболее понятен многим, потому что он проще, с ним сложнее наследить, это вот такая привычная нам шайбочка. И если там у меня оттеночек супер розовый, я всегда беру такие румяна, потому что они мне очень идут, я знаю, я люблю такие оттенки, то здесь я посмотрела очень много видео, и я выбирала, каких вот румян у меня нет. Вот я настолько готова была рискнуть, чтобы вот что-то новенькое попробовать. И я взяла персиковые, они называются, что Nearly Apricot. Но я тоже скажу, что вот какой-то немножко единый подтон у них есть. Все равно это не такой прям уж очевидный персик. Это немножечко такой розоватенький. Они очень, конечно, все красивые внешне. То есть, да, вот эта шайба сама по себе, смотрите, она невероятно как тактильно, приятная. Ну, мне хотелось даже просто из-за того, что это очень красиво. Как бы, извините, все мы девочки, мне кажется, немножечко иногда так думают. И вот такие румяна. Они, кстати, более персиковые, мне кажется, на пальчике. Они еще более кремовые. Их можно растушевать практически в ноль. И вот к этим румянам у многих есть вопросы, говорят, что они разъедают тон. Мы в дальнейшем с вами посмотрим, и я расскажу, что я об этом думаю. Вот очень красиво, как будто бы ничего не было на пальчике, но тем не менее оттеночек остался. Они более нежные, с ними легче работать, и вот если вы боитесь, что не справитесь, хотя в целом, как бы, если потихонечку, то я думаю, что все будет хорошо, то отдавайте предпочтение вот этому. Это очень нежно, аккуратно, это пигментировано, но ярко и тоже очень-очень красиво. Так, и дальше последнее, что у нас осталось, это еще тоже 2 продукта и опять 2 форм-фактора. Когда я планировала тему этого видео, я специально решила, что я остановлюсь на похожих продуктах, то есть я не буду брать полную линейку всех средств, а мне хотелось, чтобы вот если у вас вопрос, какие румяна взять, вы понимали, это более пигментированно, там, это помягче. И то же самое у меня, собственно, и про хайлайтеры, то есть я взяла запеченный хайлайтер и жидкий. И они оба классные, вот прям очень здоровские. Какой же красивый. Опять, очень-очень красиво. То есть, смотрите, они немножко разные, у них разный оттенок, у них разная форма, но все равно вот это какая-то визуально приятная. Я задавала вам вопрос в распаковке, есть ли у вас такое, что вам визуально очень прям, очень нравится эта косметика. То есть, бывает, знаете, красиво, а бывает, что хочется потрогать, хочется взять, хочется вот к себе как-то. И вот у меня про вот эти непосредственно коробочки так. То есть, я не знаю, мне кажется, это какая-то психология. Напишите, если знаете, и многие написали, что у них то же самое, что они понимают, что это, очень красиво. Вот, и здесь как раз это так работает. Мне кажется, какие-то округлости нам приятны, вот нашему восприятию, что-то круглое, мягкое, такое глянцевое, в общем, красиво. И открываем его, он очень тяжело открывается. Сейчас сделаю. Все.
получилось. Вот так оно выглядит. Конечно, до того, как ты это использовал, это еще более просто какой-то симпатичный камушек. И мне кажется, что очень надолго его хватит. Сразу скажу, что у меня 2 оттенка, они достаточно темные. То есть у меня в оттенке Memorize вот такой запеченный хайлайтер. И следующий хайлайтер, который мы посмотрим, он вообще еще более темненький. То есть тут прям нужно быть внимательнее. Если вы хотите посветлее, обращайте внимание посветлее. Там они есть. То есть это, мне кажется, средние оттенки в линейке. Вот так это все выглядит. И я сразу скажу, что это... Во-первых, самый красивый хайлайтер в моей коллекции, он самый шелковистый, самый мягкий и самый блестящий. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что он на пальце еще, знаете, как-то деликатно смотрится, потому что когда мы будем смотреть его в макияже, это, конечно, ну просто какое-то невероятное безумие. Он как мука набирается и сияет. Очень красиво. Я его люблю, мне нравится этот оттенок шампань, мне нравится, что он чуть темнее, чем моя кожа, и я таким пользуюсь даже зимой. И следующий хайлайтер, он у нас принципиально отличается от этого, потому что это жидкий формат, он большой, опять-таки тоже вот приятно, вот классно, а не стала для вас специально даже это стирать, потому что, смотрите, он у меня просто лежал в косметичке, и вот обо все он царапается, пачкается, и вот таким образом это не смывается, то есть нужно специальным средством долго сидеть, поэтому, конечно, тоже определенные минусы есть, но упаковка очень добротная и прям, правда, красиво смотрится. Оттенок очень темный, я его написала в виш-листе, и один прекрасный человек увидел это, подарил мне его, и когда я увидела его в жизни, я подумала, что я сошла с ума. Как я выбрала этот оттенок? Я винила себя, что, Даш, ну как, ты сама людям дала наводку, что тебе подарить, и выбрала такой ужасный оттенок, потому что если человек сам бы выбрал, ты бы еще был более как-то лоялен к нему, человек старался, он молодец, ну он золото, он супер, а тут, когда ты сам себе выбрал такой оттенок, ну просто, видите, мне было очень обидно, а потом, когда я его нанесла, именно в макияже, я поняла, что мне очень нравится. Да, возможно, в каких-то случаях, особенно если вы очень светленький, немножко там смахивает на бронзер, как от Fenty Beauty, вот это Body Sauce, я вам часто показывала, это, ну, тин для вообще тела, но я люблю его в качестве бронзера. Но в целом, как будто бы хорошо все, и как будто бы он выглядит и не так ярко, как здесь, да, то есть сейчас я вам покажу. Потому что, конечно, когда мы его наслаиваем, то у нас вот такой рыжий оттеночек. Но когда мы начнем его протягивать, сейчас я его специально распределю, он как будто просто чуть-чуть делает более загорелую вашу кожу, но при этом не оставляя каких-то ужасных там пятен и чего-то еще. То есть если особенно вы это смешаете хорошо с тоном, если вы это в румяна уведете, то прям выглядит здорово. И здесь чуть деликатнее сияние. Возможно, сейчас на руке это не видно, мы потом на лице более подробно это заметим, потому что здесь такой влажный, красивый финиш, и вот вам, наверное, больше подойдет, если вы поскромнее хотите. То есть, особенно если посветлее возьмете, будет прям вообще хорошо. Но я считаю, что вот это просто, где моя эта малышка? В общем, я считаю, что тот, который очень сияет, это просто открытие, потому что я им прям постоянно пользуюсь в последнее время, мне невероятно нравится. Вот такой приятный мешочек я вам показала. Далее я планирую что-нибудь в нем хранить, может, путешествие с собой брать. Ну что, мы такой небольшой флеш-обзор сделали, посмотрели все детально, свотчи, текстуры, уже что-то я забросила, что мне нравится, что не нравится, а теперь я предлагаю смыть всю эту красоту и заново ее, о боже. Догадываетесь, какой это хайлайтер? Какой из двух? Напишите, остановите видео. В общем, предлагаю вам посмотреть, как я создавала эту красоту. Смотрю на свою кожу и понимаю, что сегодня мы близки с вами как никогда. Можно рассмотреть все мои проблемы, недостатки, воспаления, то, о чем я так часто рассказываю в видео, потому что кожа у меня вот носит такой реактивный характер. Собственно, ничего удивительного, это реакция организма на стресс. Я обычно просто редко записываю что-то, когда у меня вот в таком состоянии кожи, но я решила, что все свои люди, вы меня примете такой, какая я есть, поэтому, ну, чего уж тут терять. Единственное, что честно скажу, я вот этого малыша немножко подзамазала, потому что я выглядела просто как Дед Мороз. Это был так карикатурно, я предвидела все комментарии, которые будут, поэтому вот у меня немножечко маленькое читерство, пожалуйста, мне простите. И все-таки поговорим о продуктах, которые мы здесь собрались тестировать. Первое — это база под макияж. Напомню, что она действует на то, чтобы сгладить вашу кожу,
сузить поры, ну и, в общем, подготовить так полноценно ваше лицо к нанесению тона, BB-крема и всего прочего. Поэтому мы здесь ожидаем что-то силиконистое, что-то выравнивающее, ну и, конечно, хочется, чтобы продлила жизнь нашему макияжу эта база, поэтому давайте уже приступим. У меня всего 3 кисти от Rare Beauty, но я запаслась салфетками для очистки кистей, поэтому мы будем немножко их промакивать и дальше уже наносить макияж. Собственно, если вы делаете макияж себе, ничего страшного в этом нет, конечно, если не будет такого, что вы сначала там красный румян нанесете, потом оранжевый, что-то еще, это будут, конечно, спорить друг с другом, но вот такие базы, тоны, я думаю, что вполне себе можно наслаивать и использовать одну кисть. Мы с вами как раз поймем, для каких текстур они лучше подходят. Набираем на нашу палитру и используем кисть для тона. Вот таким образом она выглядит. Но она прям действительно заблюрила как будто бы поры. У меня очень расширенные поры вот в этой области. И в сравнении с этой щечкой появился легкий блюр, меньше блеска, и вот как будто бы немножечко они вот подсузились. Сейчас нанесем полностью и посмотрим, как ляжет на базу тон. Можно как раз посмотреть на этого предателя, который опять оголился. Зачем я его замазывала в самом начале? В общем, я не знаю. Мне казалось, что так будет чуть-чуть лучше. Что я могу сказать? База имеет отдушку весьма странную. Она, с одной стороны, косметическая, с другой стороны, вот что-то мне не очень в ней нравится. Но без такого какого-то прям критичного замечания, но что-то там есть, что мне не совсем приятно. По ощущению, она как будто бы немножечко увлажняет. То есть ты вот ее наносишь, и прям так приятно. Не колет, не щипит. На лице база не ощущается, то есть она выполнила свою работу и не утяжелила нам нашу кожу, потому что зачастую такими базами как раз пользуются люди с жирной кожей, проблемной, и мы вот часто боимся чего-то наслаивать и все прочее. Здесь все хорошо, все прям прекрасно. Блюр очень хороший, тоже заметно, что прям все так подровнялось, стало такое гладенькое, симпатичное, и, конечно же, если вот чуть-чуть, да, на ощупь потрогать, то, ну, прям вот такой легкий силикончик, прям такая хлопковая кожа. Если говорить про кисть, то она вполне себе неплохо справляется для тем, чтобы наносить какие-то праймеры, какие-то базы, хотя обычно, знаете, это такими плоскими кистями наносят, но она тоже хорошо справилась. Я думаю, что мы даже не будем ее очищать, потому что тут вообще ни следов базы, ничего не видно, я думаю, что с тоном не будет спорить, поэтому мы сразу нанесем ею тон. Здесь как будто бы эта кисть мне чуть менее привычна, потому что у меня в основном кисти бочонки, и я привыкла вот таким образом, да, наносить, то есть мы шлифовываем, и все это так красиво, и если у вас шелушоночки, все это будет, ну, так прилично выглядеть. Здесь кисть немного другая, она нас обязывает вот такими движениями легкими это все распределять по вашей коже. Скажу сразу, что первый раз мне было прям сложно, то есть я не понимала, почему все полосит, почему все как-то не так, как я привыкла, но когда ты уже приноровился, то в целом, вот я сейчас смотрю, тон лег очень хорошо. Но нужно сказать, что это мой любимец, я просто его в последнее время очень полюбила, это Каталина Гео, причем это BB-крем, но посмотрите, как неплохо он перекрывает, то есть мы это все еще пока в один слой нанесли, конечно, еще консилером пройдемся, но все равно степень перекрытия достаточно хорошая. Вот если вы тоже, как я, расцвели, то этот бибишка вам вполне себе подойдет. Вот, и несмотря на то, что у меня не сильно была увлажнена кожа, но вспоминаем, что у нас была здесь база, и кожа в не очень хорошем состоянии, в принципе, все хорошо легло. И что мне нравится, что этот BB-крем, он не подчеркивает ничего. То есть вот у меня очень много мимических морщин, мы с вами будем разговаривать, и он прям достойно себя ведет в них. Сейчас мы перейдем уже к кисти для консилера. Она у нас вот такого формата, то есть наша привычная малышка, мы уже с вами сегодня уже ее посмотрели, и мы посмотрим, как она работает в области под глазами и как она работает с воспалениями, благо сегодня мы расположены к этому. Так, у нас будет два разных консилера для этих целей. Сначала давайте мы легонечко так пройдемся под глазками, потом уже более плотным консилером пройдемся по нашим воспалениям. Набираем и переносим на нашу область под глазами. Я очень люблю такие кисти, я вам часто об этом говорю, потому что они самые удобные для консилера. Очень удобно, минимально движение от вас требуется, хорошо все втушевывается. В общем, даже здесь, да, если нужно пройтись там по вашему подвижному веку, тоже прям она идеально подходит под форму. Очень удачная кисть. Вот если, ну, конечно, сложно говорить, потому что там шик очень хорошая тоже, да, такая лапка, и она более доступна для нас,
Но если вдруг вы хотите что-то еще, потому что здесь более длинный ворс, и она как будто бы чуть пластичнее, как будто бы она вот, видите, шлифовать может, подшлифовать, если что-то. Потому что там лапка, она такая прям очень целостная. Вот, то можно посмотреть на эту кисть. Вспомнила еще одну боль похожих кистей, что зачастую, если ворс слишком вот такой разрозненный, либо слишком высокий, они оставляют такие неприятные полосы под глазами. Здесь этого нет, то есть она прям классно тушует, за это можете не переживать. И теперь посмотрим, как кисть работает с воспалениями. Мы набираем более плотный консилер, и сейчас пройдемся. Я уже по носику немножко, честно говоря, зашла, но вот начнем отсюда. Опять-таки за счет высоты ворса очень невесомо прям проходится. Прям хорошо. Единственное, конечно, границы надо подтушевать, чтобы не было переходов, но достойно. Если вы воспаление любите кистями заполнять, то вот тоже можно присмотреться к подобной кисти. Беру ту же кисть для тонального крема, и сейчас мы ее чуть-чуть очистим, и я покажу, как она работает со скульптурирующими средствами. Набираем скульптор, буквально каплю переносим на руку, чтобы сильно не наследить, и начинаем нашу коррекцию. Смотрите, как она прекрасно подстраивается под форму нашего лица. То есть мне кажется, что для этих целей она тоже просто восхитительна. Возможно, даже лучше, чем для тонального крема, потому что очень привычная форма. Дорогие друзья, буквально секунда вашего внимания. Если вы еще не подписаны на канал, то я убедительно прошу вас это сделать. Это мотивирует, помогает развитию, привлекает ко мне внимание. Кто-то хочет нам отправить косметику на тестирование, мы ее тестируем. В общем, чем больше обзора, тем лучше. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и давайте дальше смотреть на макияж. Переходим к самой интересной части тестирования, это к декоративной косметике. Красоты у нас сегодня много, но осталась еще одна кисть, и это кисть для румян. Если вы спросите, какая кисть вам наибольше нужна, вот если у вас выбор, вам нужно выбрать только одну кисть, то это, конечно же, будет кисть для румян. Я предлагаю, так как у нас оттенки абсолютно разные, мы посмотрим их оба и нанесем на одну сторону наши персиковые румяна и вот такие розовые, прям, ну, максимально барбишные. И вот как раз-таки у них пигментация огромная, поэтому надеюсь, что все будет в порядке. Так, берем нашу прекрасную кисть и начнем, наверное, с персиковых румян, потому что у них такая легкая формула, они прям классно подстраиваются под ваш макияж, и мы, я думаю, сильно не убьем кисть, мы ее потом легко очистим и уже к пигментированным румянам перейдем. Очень удобно сделано, посмотрите, прям выемка, ну вообще красота. В общем, этот дуэт, он заслуживает вашего внимания. И вот с этой стороны я предлагаю нанести персиковые румяна. Сразу начинают проявляться. Я бы не сказала, что они, знаете, прям вообще какие-то не пигментированные, потому что многие говорят, что вот шайбочки, они разъедают тон, и их практически не видно. Но все видно, все, по-моему, отлично видно. Но самое главное, что с тоном ничего не произошло. Вот смотрите, я поближе к вам подвинулась. Все, как было хорошо, так и есть. Поэтому не бойтесь, берите, если вам хочется. Все с ними нормально. Еще капельку наслоила, чтобы оттенок лучше передавался на камере, и вы всю эту красоту разглядели. Ну что, очень естественный цвет. Мне кажется, он будет хорошо смотреться и на блондинках, и на брюнетках, и на рыженьких девчонках, потому что он прям совсем такой нежненький. И что удивительно, если у него, когда вот ты смотришь в упаковке, больше розовый потон прослеживается, то на коже ты отчетливо видишь такой персик. Но все равно аккуратный, то есть никого не должен испугать. И сейчас мы чуть-чуть обрабатываем нашу кисть и залезем в это розовое безумие, потому что там, конечно, прям красота. Так, я предлагаю, наверное, даже с палитры начать, потому что иначе может быть прям тяжело. Потому что можно, например, одну капельку нанести и распределить, но давайте, наверное, с палитры. Ну что, нам должно повезти. Сразу виден оттенок, он более розовый. Предлагаю поменять сторону, чтобы вам лучше был виден и оттенок, и пигментация, и в целом, как показали себя румяна. Несмотря на то, что мы с вами, посмотрите, как сильно их буквально впечатали в палитру, там была одна капелька, поэтому все вот эти тиктоки — это не шутки, когда люди наносят 3 капли, и потом у тебя розовое лицо. Несмотря на то, что мы полностью практически их сняли с кисти,
они все равно есть, и они, конечно, более очевидные, чем вот эти персиковые, и более яркие, что ли, холодные, но я бы сказала, что как будто этот оттенок мне тоже идет. Это просто чуть теплее, такой летний, красивый, под бронзер классно, а здесь похолодней, и сильнее, конечно, нанесся. Постаралась немного смягчить оттенки, по персиковым прошлась розовыми, чтобы уже у вас не было такого большого диссонанса, когда вы на меня смотрите. Конечно, персик, наверное, чуть мягче сейчас смотрится, но все равно, чтобы так немножко вам поприятнее было. Перейдем к хайлайтерам, мы посмотрим на их невероятное сияние, потому что, честно скажу, что хайлайтер от Rare Beauty сейчас мои самые любимые, причем и кремовый, и сухой, очень-очень красиво. И если в случае румян нам пришлось немножко повозиться, то есть одна часть у нас такая, одна вторая, потом все это смиксовать, чтобы нормально выглядело, то здесь как раз-таки это хороший дуэт. То есть можно взять кремовый хайлайтер, но он здесь прям жидкий, я бы сказала, нанести первоначально его и потом уже закрепить сухим. Конечно, это дико сияющая комбо, и если вы не про космос, если вы про что-то скромное, то, наверное, это не для вас, остановитесь на румянах, да, и в основном вот на таких. Но если вы любите очень все сияющее, то это к вам, потому что это очень красиво. И если в случае с румянами у нас здесь как бы лучше не наносить сразу на лицо, то хайлайтер я прям вот так, прям вообще его не стесняюсь, потому что лишнего сияния не бывает. Сразу скажу, что он темноват. И мне некоторые девчонки писали тоже в телеге, что он у них выглядит немножко инородно. Но я почему-то люблю темные хайлайтеры. Мне кажется, они неплохо смотрятся на моем цветотипе, цвете кожи, в общем, как будто бы мы с ними хорошо спелись. Но он действительно такой прям бронзовый, то есть если вы любите немножко другие оттенки, то посмотрите посветлее. Какое влажное, красивое сияние. Конечно, это воспаление сегодня нам все портит, но можно посмотреть как раз-таки, как работают светоотражающие частицы с ними, потому что многие, у кого есть воспаление, стесняются хайлайтеров, а я считаю, что это красиво при любом состоянии кожи. Я решила сиять так сиять, тем более, если у него есть оттеночек, мы сейчас его добавим на область нашего скульптора, как будто бы как бронзер немножечко. Сюда, сюда. Ну, в общем, я безумно довольна, мне очень нравится. Я люблю такие подсвечивающие текстуры. Смотрите, как красиво все засияло. И вот этот хайлайтер, он чуть более натуральный, как по мне. Сейчас время для как раз-таки неделикатного хайлайтера. Если вы в моей команде, если вы любите, чтобы у вас было прям за версту видно, то вот этот хайлайтер для вас. Единственное, что он опять у меня просто какой-то немножко загорелый. Но вот нравится мне потемнее, не знаю почему. Как-то более, что ли, свежо кожа с ним выглядит. Так, набираем на кисть. Я люблю такой вот веерной формы, потому что она лучше как будто бы шлифует и прям совсем красиво. И начинаем. Я даже не хочу это комментировать, потому что мне кажется, что все просто видно и понятно, что это очень красиво. Кстати, сейчас мне кажется, что это слишком ярко. Сейчас мы немножечко это все другой стороной отшлифуем. Но как это роскошно. Вот у него цвет такой какое-то шампанское розовое, что ли. Очень красиво выглядит. Подчеркивает ли он текстуру? Немножко. Потому что, мне кажется, когда такой яркий хайлайтер, он вам не может ничего не подчеркивать. Но как будто бы это выглядит не так критично. Но это очень красиво. Вот если вы правда любите такой эффект, особенно если для фотосессии в какую-то определенную зону что-то высветлить, то прям пожалуйста. Ну, красота невероятная. Я, кстати, за собой заметила, что теперь, когда мне не хватает сияния, я не люблю скромные хайлайтеры, я просто беру Rare Beauty и такая шлифану. Вот это о моем уровне сияния, который я люблю. Так как мы делаем макияж только этими средствами, я сейчас еще немножко буквально носик чуть-чуть. Вот если вы любите, да, какие-то определенные зоны подсвечивать, то тоже, так как он очень яркий, смотрите, как сразу прям видно. Потому что зачастую такого эффекта сложно вот достичь скромными хайлайтерами, а здесь вот если вы такой любите, то пожалуйста.
Смотрите, тоже как область под бровью засияла. Мы все средства протестировали, но нам нужно закончить макияж, и предлагаю я как раз растянуть наши румяна на губы буквально чуть-чуть и на глаза. Потом мы дополним все это пигментом, чтобы вот как-то так едино смотрелось. А знаете, на веках как будто бы они менее пигментированные. Я сейчас смотрю, отлично втушевываются. На удивление, очень шелковисто ложится пигмент на эти румяна. Интересно, как это еще будет носиться, но, возможно, я нашла для нас еще одну классную подложку. Такая скрепляющая база, потому что она достаточно мягкая, плотная и прям вот цепко так берет на себя пигмент. На удивление, румяна выглядят лучше, чем некоторые муссовые помады. У меня очень сухие губы, как всегда, собственно, и видно, что даже с такими губами они хорошо легли. Ощущается очень комфортно. Не знаю, как будут сходить, но есть ощущение, что это румяна, и поэтому, наверное, они будут достаточно так до победного нам тинт отдавать. Ну, в общем, посмотрим. Мне очень нравится оттенок, он прям, мне кажется, хорошо вписался. Конечно, свою роль играет, что у нас единая, да, протяжка цвета. Закончила макияж, накрасила ресницы, брови и чуть-чуть припудрилась, поэтому лишний блеск, он у нас ушел, но со временем он опять проявится. Я смотрю на свои ресницы и не могу нарадоваться. Вот кто меня давно видел, посмотрите, мне кажется, они прям так заметно подросли. Кстати, я в телеграм-канале сделала уже отзыв на эту волшебную штучку, которая помогла мне их отрастить. Мне кажется, прям стало неплохо. Нужно будет еще здесь тоже отдельно об этом рассказать, но, в общем, в уходовом видео обязательно ждите, мы про ресницы тоже поговорим. Но вернемся к теме обзора, к Rare Beauty, и мне кажется, что вы сами все видите, насколько мне нравится эта косметика, как в удовольствие мне ей пользоваться. Конечно, немножечко сейчас утрировано, то есть если вы не любите какое-то сильное сияние, то вам подойдет Rare Beauty, но не нужно, наверное, брать вот эту малышку, потому что я не буду лукавить, что, конечно, я сильно нанесла, но если вы нанесете чуть слабее, ну не получится. Ну вот текстура такая, пигмент такой, что вот чуть-чуть бабах, и уже все, и уже космос. Поэтому, наверное, да, можно посмотреть на вот этот, который влажный финиш, да, если румяна, то тоже, например, вот эти, если вы любите послабже. В общем, мне кажется, что каждый сможет найти что-то, что ему понравится. А если вам нравится все, то сегодня мы сияем, завтра мы скромничаем, ну, в общем, все как мы любим. Подводить итоги будем? Мне кажется, определенно мы ставим лайк, даже если не мне и не этому видео, то косметике, потому что она классная. Когда покупаешь косметику от там, различных селебрити, особенно в России, мне кажется, это сложно, потому что зачастую это маркетинг, это деньги, там приклеил свое личико на обложку какой-то помады, и все, вот на этой упаковке, и ты рекомендуешь, и все побегут покупать. В Европе, там, в Америке немножечко иначе. И за что вот мне нравится эта косметика, потому что, с одной стороны, Селена Гомес, ты думаешь, что ну, навряд ли. А потом ты берешь и понимаешь, что, блин, крутая косметика, классная. В общем, мне все понравилось. Я знаю, что там есть проблемы, кажется, с тональными кремами, с консилерами. Вот кому-то не очень нравится текстура, но все, что у нас было на обзоре, а мы с вами специально взяли самые топовые позиции, они были крутые. Поэтому, если вдруг вы увидите какие-то мини-наборы, у них и сейчас к праздникам очень много миниатюр в целом, они любят такие какие-то travel-версии делать, то берите. Там классный есть набор, по-моему, румяна, хайлайтер, еще что-то такое, бронзер, в общем. Там они любят так разбить все на маленькие объемы. Мне кажется, это очень хорошее знакомство. У меня, к сожалению, все уже в больших объемах и такие достаточно распиаренные оттенки, поэтому во всех мини-наборах есть уже эти малышки, я не беру. Но для знакомства, мне кажется, прям очень хорошо. База, ну, возможно, вот можно обойтись без базы, хотя она прям супер себя повела, супер. Я сейчас сделаю вставочку, как раз-таки у меня был другой макияж, и там был мой один из самых проблематичных тонов. Я сейчас там конкретно раскрою все карты, и вы увидите, как круто он себя повел. Потому что до этого, тоже в Телеграме я рассказывала, он прям не оправдал мои ожидания, а с этой базой прям молодец. Максимально потрепанный вид, как доказательство того, что я очень давно была с этим макияжем. И что я могу сказать? Мне кажется, что база под макияж просто супер сработает, потому что здесь не один из самых моих любимых тонов. Люкс Визаж, я говорила, что он часто у меня скатывается и вообще прям кусочками с меня сходит, но я вообще не поправляла ничего. Не обновляла пудру, и все смотрится прям хорошо, как будто бы эта база способствовала тому, чтобы мы с вами лучше выглядели. Вот можно посмотреть, как остались румяна, хайлайтер. Здесь у меня и жидкий, и вот этот запеченный. В общем, очень красиво и прям добротно все смотрится.
Ну что, не буду затягивать, давайте уже заканчивать. Напишите, пожалуйста, как вам видео, нравится ли вам эта косметика, хотели бы вы что-нибудь от Rare Beauty, или, возможно, у вас есть. Может быть, мне стоит на что-то обратить внимание, потому что зачастую я очень так прислушиваюсь к вашим советам, часто покупаю что-то, что вы мне пишете в комментариях, поэтому я очень рада и за добрые комментарии, и за комментарии с какими-то наставлениями, там, Даш, попробуй то, попробуй все, мне это очень понравилось. Такие комментарии тоже очень приятные моему сердечку. Поэтому я заканчиваю, больше вас не задерживаю. Спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы подписались на канал, подписались на Телеграм, поставили здесь лайк, написали комментарий добрый и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Я обнимаю вас, целую, до новых встреч, пока!